Друзья, зрители, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сегодня 13 января, и у меня второй международный рейс. Улетаю из Беларуси, аэропорт Минск. Вылет 18 часов, авиакомпании Белавиа. Надеюсь, в этот раз будет хотя бы Embraer для разнообразия. Прилет в 19:20 по расписанию в аэропорт Пулково. Но по ощущениям минут на 10-15 прилетим, как было это в прошлом обзоре. Сейчас до вылета остается меньше 3 часов. Погода ветреная, но потеплело по сравнению со вчерашним днем, где-то около 0 градусов. Как вы видите, низкая облачность, поэтому видов земли мы снова не увидим, наверное, до самого Санкт-Петербурга, как и в прошлом обзоре. Обзор сейчас начнем с аэропортовой площади. В прошлом обзоре мы посмотрели интересные сервисы аэропорта, и в этом обзоре тоже посмотрим интересный сервис, например, комнату матери и ребенка, поэтому не пропустите. Перед зданием аэропорта находится комплекс фонтанов. Я предполагаю, что здесь летом вода и функционирует фонтан. Вы его не видите, но он здесь есть. Особенно вот этот центральный. Установлена елка, вышка. Далее есть скульптуры. Есть места для сидения, достаточно их много, это очень удобно. Есть реклама местных замков. К сожалению, как вы видите, площадь не очищается.
и пассажиры тут натоптали дорожки, поэтому давайте мы тоже пройдемся по этим дорожкам и посмотрим на какие-нибудь экспонаты под снегом. Не знаю, почему не очищаются, видимо, здесь никто не ходит, как думают в аэропорту, но на самом деле ходят. Вот тут какой-то мальчик с самолетом. Возможно, у этой скульптуры есть название. И, возможно, оно записано где-то вот там под снегом, но я не вижу. Здесь тоже какие-то скульптуры. Давайте попробуем откопать от снега. Снег сейчас примерзлый. Вот я не знаю, что это, кто это такой. Давайте это попробуем понять, скульптуру. Нет, тоже не могу я понять, что это такое. Ну, в общем, те, кто здесь летом был, те, наверное, видели. И, друзья, вот там находится музей авиации, вот за тем мостом. Наверное, уже спецвыпуск вышел, посмотрите на моем канале. Здесь на входе есть одна интересная особенность, которой нет в российских аэропортах, ну, по крайней мере, в тех, которые чуть больше сарая. И сейчас мы на эту особенность посмотрим. Итак, я вхожу в один из входов. Вот я спокойно вошел. И чего мы здесь не видим? Мы здесь не видим входного досмотра. То есть в аэропорту Минска входной досмотр отсутствует. Здесь я проходил на первом этаже, вы помните. Давайте его еще раз посмотрим. Там в той части в правый прилет. Здесь магазин. Кстати, вот эта часть, по которой я сейчас иду, раньше, лет 10-9 назад, насколько я знаю, была улицей. То есть эта достроенная часть, она является новой. Вот так она выглядит. Кстати, карты Visa здесь не работают, поэтому берите карты МИР, либо наличные. Сектор обмена валют находится повыше. Там есть два обменника. Сейчас туда пройдем, посмотрим второй этаж более внимательно. Подняться можно на эскалаторе. Здесь сектор регистрации. На один из рейсов в Россию идет регистрация. Потом мы сюда зайдем, посмотрим. Так, и давайте начнем обзор из той части аэропорта. Если стоять лицом к нему, это левая часть, получается, в правую.
слева направо. Здесь находится детская игровая зона, я так понимаю, но тут никого нет. Здесь зона отдыха находится. Так, а теперь угадайте, где туалет. Туалеты находятся здесь, вот они немножечко зашифрованы, поэтому вы можете их не узнать, не увидеть. Здесь находится кафе. Я немножечко ускоряюсь, потому что уже скоро нужно будет идти на посадку. Здесь находится настоящий вертолет. Говорят, раньше он был открыт, сейчас его закрыли, чтобы не лазили. Вот так он выглядит. Здесь можно поиграть в настольные игры. Здесь отделение банков. Сбербанк, Беларусьбанк. Курсы валют здесь, в принципе, одинаковые. Обмен можно производить от 100 рублей. Стойки регистрации. Всего их 43 я насчитал. Кстати, пассажиры здесь постоянно, видимо, не присутствуют, приезжают перед рейсами. То есть, ну, не так много пассажиров здесь действительно. Здесь еще одна игровая зона. Временно не работает. Ага. Так, первый этаж, с которого мы поднялись сюда. Здесь сувенирные магазины, елка. Там я зарегистрировался, вы помните, информационная стойка. Еще один сувенирный магазин. Здесь регистрация на Шереметьево. Давайте посмотрим на табло. Не помню, я вам говорил или нет, но снова поставили Boeing 737. То есть на эмбрайерах я так и не полетаю. Упаковка багажа 15 белорусских рублей стоит. Здесь рейсы на Пекин. То есть есть и прямые рейсы в Пекин. Air China. Вот сколько пассажиров азиатских. Здесь кафе. Указатель на столовую. Вот он. То есть здесь есть столовая. Еще один киоск с сувенирной продукцией. Товары в дорогу. В этой зоне можно посмотреть на самолеты. Вот они. Вот на таком я летел сюда и на нем же полечу на таком же обратно. Здесь уже международный сектор, то есть разделения нет. Это по сути монотерминал. Вот в Пекин готовятся люди вылететь. А еще одно место тут и продукты питания, и товары в дорогу, и сувенирная продукция. И здесь находится сектор Е, где мне нужно выходить в чистую зону. Отсюда же можно выйти сразу и на эстакаду, вот как в Санкт-Петербурге примерно. Такая же ситуация, только без досмотров здесь. И вот так выглядит табло.
Это чистая зона. Проход сюда осуществляется без таможни, то есть как на внутренних российских рейсах. Надо еще добавить, здесь есть две сети Wi-Fi аэропортовские, но они работают крайне плохо. Либо не подключаются, либо вылетают. Есть сеть Hotel Airport. Вот ее рекомендую использовать, хотя она тоже не очень быстро, но работает. Видимо, это наш Boeing. К сожалению, с эмбрайерами мне не повезло в этой поездке. Добрый вечер. Это уже другой Boeing. Ну, посмотрим, как он выглядит. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, говорит командир корабля. Меня зовут Игорь, моего коллегу Сергей. Мы рады приветствовать вас. На борту нашего лайнера Boeing 737-800 авиакомпании «Беларусь». Сегодня мы выполняем рейс 945 Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Между городами 750 километров. Мы рассчитываем преодолеть за 1 час. Ровно нам будет помогать попутный ветер. В Санкт-Петербурге в настоящее время ветреная погода 2 градуса выше 0. Я желаю вам приятного полета и благодарю. Уважаемые пассажиры, кабинный экипаж, витаю вас на борте самолета авиакомпании «Беларусь», який виконує рейс у Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Моє ім'я Єлена, я старший бортпроводник этого рейса. Я и мои коллеги Ольга, Никита и Ольга зробимо все максимальное для вашей безопасности и комфорта. Уважаемые пассажиры, кабинный экипаж приветствует вас на борту самолета авиакомпании «Белавия», выполняющего рейс Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Моя имя Елена, я и мои коллеги Ольга, Никита и Ольга сделаем все возможное для вашей безопасности и комфорта. Ladies and gentlemen, the cabin crew welcomes you on board Belavia Airlines aircraft flight to St. Petersburg, Pulkovo Airport. My name is Елена, my colleagues Ольга, Никита, Ольга and I will do our best for a safety and comfortable flight. Разрешите ознакомить вас с аварийно-спасательными средствами самолета Boeing 737-800. Let us demonstrate the safety features of these Boeing 737-800. Сейчас мы показываем, как ремни безопасности застегнуть, затянуть и расстегнуть. We are now demonstrating how the seatbelt is fastened, tightened and unfastened. Самолет есть 8 аварийных выходов, каждый из них обозначен цветовым табло выход. 2 выхода в носовой части самолета слева и справа, 2 выхода в хвостовой части самолета слева и справа, а также 4 аварийных выхода на крыло в середине салона, 2 слева, 2 справа. Цветовые дорожки указывают направление к этим выходам. Выходы в носовой и хвостовой частях самолета оборудованы надувными трапами. Пожалуйста, обратите внимание на ближайший к вам выход, он может быть за вами. Запрещено размещать личные вещи в рядах кресел рядом с аварийными выходами. On this deck are 8 emergency exits, each of them is clearly marked with red exit sign. 2 in the front, 1 left, 1 right, 2 in the back, 1 left, 1 right, and 4 on exits in the middle of the cabin to left and to right. Eliminators please still guided visit these exits. Front and rear exits are equipped with inflatable slides. Please note the nearest exit which may be behind you. If you prohibited to leave your baggage and personal belongings without next to emergency exits. В случае разгерметизации кислородные маски выпадут автоматически. Потяните маску вниз для подачи кислорода, прижмите ее к рту и носу, дышите спокойно. Пожалуйста, обеспечьте кислородом сначала себя, прежде чем помогать детям или другим лицам. Empty decompression oxygen mask will automatically draw from the panel above you. Put the mask down to start the flow of oxygen, press it over your nose and mouth and breathe normally. Please put your own mask on first before holding children or others. Более подробная информация содержится в инструкции по безопасности в списке кресла перед вами. Пожалуйста, внимательно просмотрите ее перед взлетом. We also pay attention to the safety card, which is located in the seat pocket in front of you. Please review this card carefully before takeoff. Во время взлета и посадки самолета освещение в салоне будет неярким. Индивидуальное освещение находится в панели над вашим креслом. We will dim the cabin light for takeoff and landing. You may use the reading light on the panel above you.
А сейчас, пожалуйста, откройте шторки иллюминаторов, застегните ремни безопасности, приведите спинки кресел в вертикальное положение, опустите подлокотники, а также закройте столики. В целях безопасности полета убедитесь, что ваши мобильные телефоны и другие электронные устройства в полетном режиме или выключены. Напоминаем, что в случае необходимости по указанию экипажа все электронные устройства должны быть выключены полностью. Также напоминаем, что курение, в том числе электронных сигарет, и употребление спиртных напитков не допускается на протяжении всего полета. Мы благодарим вас за внимание и желаем вам приятного полета с авиакомпанией «Белавиа». Уважаемые пассажиры, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства в полетном режиме или выключены, ремни безопасности застегнуты, столики закрыты, спинки кресел в вертикальном положении. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are in flight mode as switched off. Your cables are stowed, your seatbelts are fastened, and your seatbacks are in the fully upright position. Thank you.
Уважаемые пассажиры, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства в полетном режиме или выключены, ремни безопасности застегнуты, столики закрыты, спинки кресел в вертикальном положении. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, our aircraft is ready for landing. Коли ласка, откройте шторки иллюминаторов, зашпилите равнение без спинки, приведите спинки кресла в вертикальное становище, опустите подлокотники, а так само зашините столики. У мобильной стойки переконайтеся, что ваши мобильные телефоны и электронные прилади в полетном режиме альбо выключены. Коли вы в полете користались особистыми речами, коли ласка, покладите их на багажную полицу альбо под кресло перед вами. Дякую. Уважаемые пассажиры, командир включил табло «Застегнуть ремни». Через 10 минут наш самолет приземлится в Санкт-Петербурге, аэропорт Пулково. Температура воздуха 2 градуса выше нуля. Пожалуйста, откройте шторки иллюминаторов, застегните ремни безопасности, приведите спинки кресел в вертикальное положение, опустите подлокотники, а также закройте столики. В целях безопасности полета убедитесь, что ваши мобильные телефоны и другие электронные устройства в полетном режиме или выключены. Если вы в полете пользовались ручной кладью, пожалуйста, положите на багажную полку или под кресло перед вами. Благодарим за внимание. Уважаемые пассажиры, витаем вас в Санкт-Петербурге, аэропорт Пулково. Температура повітря 2 градуса выше за 0. Коли ласка, доставайтесь на своих местах до полного спинения самолета. После того изгасне световое табло зашпилицами и нагадываем. Будьте осторожны при открытии багажных полиций, не покидайте свои речи в салон самолета. Мы вдячны вам за полет совместно и сподіваємося на новые встречи на совместных авиалиниях авиакомпании «Белавия» и «Сан Airlines». Дякую, приятного вечера и до побачення. Уважаемые пассажиры, приветствуем вас в Санкт-Петербурге, аэропорт Пулково. Температура воздуха 2 градуса выше нуля. Просим вас оставаться на своих местах до полной остановки самолета. После того, как погаснет световое табло, застегнуть ремни, напоминаем. Будьте осторожны при открытии багажных полок и не забывайте свои вещи в салоне самолета. Мы благодарим вас за полет с нами сегодня и надеемся на новые встречи на совместных авиалиниях авиакомпании «Белавия» и «Сан Airlines». Спасибо, хорошего вечера, до свидания. Ladies and gentlemen, welcome to St. Petersburg, Pulkovo Airport. If you are pleased to the list of our bureau, please remain seated until the vehicle has come to a complete stop. After the parcels will be signed and switched off, we remind you to be careful when you open the door as long as the vehicle items that contain personal belong with you. Thank you for finding us today and look forward to welcome you again and check by the Belawia and the Сан Airlines companies. Thank you, have a nice evening. Goodbye. Спасибо за рейс, до свидания.
Друзья, зрители прилетели в Санкт-Петербург. Погода здесь, как сказал пилот, +2, но действительно потеплело. И подвожу итоги по съемкам. Аэропорт Минска замечательный, открытый аэропорт, можно даже сказать домашний, клиентоориентированный, поэтому 5 я ставлю. Далее авиакомпания Белавия. Но, к сожалению, опять не повезло с Эмбрайером. Летели на Boeing 737-800. Там вот шумит какой-то самолет на заднем фоне. К сожалению, не снял все, что хотелось и моглось. Есть еще над чем поработать внутри, поэтому я ставлю 4. Вот так вот она выглядит. И, ну, может быть, вот с плюсиком, с небольшим. И аэропорт Пулково, Санкт-Петербург, замечательно. Все великолепно. По съемкам проблем не было. Но вот с таможней это, конечно, вообще отдельная история. Когда прилетаете в Минск и улетаете из него, никаких таможней, ничего, будто вы на внутренних российских рейсах. Но когда вы прилетаете в Санкт-Петербург, начинаются круги ада, назовем их так. Сначала идет таможня, которую нужно проходить, там досматривать и так далее. Ну, несмотря на то, что вроде бы границ сухопутных, например, нет. Далее еще раз проверяет на выходе из зоны получения багажа, даже если багажа у вас не было. Поэтому вот 2 круга ада здесь по проверкам надо пройти. А так, Пулково, ну, 5 я уже поставил. Всем спасибо, что досмотрели. Обзоры бывают и такими. Конечно, тепла мы не увидели, потому что уже вечерний рейс. Такая погода облачная от Минска до Санкт-Петербурга, как и в прошлом обзоре. И еще не очень чистое было стекло, поэтому были проблемы с фокусировкой. Показал все, что смог снять, вот действительно. И за бортом, и на борту. На этом всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, это далеко не последний обзор. Будут еще и спецвыпуски обязательно когда-нибудь, поэтому всем хорошей погоды, зимней или уже весенней, и всем пока.